Марк Качим. Посылка. Часть 2. И тут Макс услышал звук, от которого кровь застыла в жилах. Ужасающе громкий, страшный вой и одновременно оглушающий скрежет чем-то острым по стеклу. Заглянуть в кухню не хватило смелости. Опрометью бросившись в самую дальнюю комнату, Макс изо всех сил хлопнул дверью и напряг внезапно вернувшиеся силы, чтобы придвинуть к ней диван. Единственный же в комнате тяжелый шкаф он перетащил к окну, и как раз вовремя. За стеной заскреблись. «Да что же это такое?» – выкрикнул Макс срывающимся голосом. «Сдохни, сдохни, сдохни!» – расслышал тихое сквозь противный скрежет. По-хорошему нужно было выйти и позвать мальчишку или сидеть с ним в его комнате, но Макс только сильнее подпирал плечом шкаф. Сердце заходилось, руки были мокрые, а живот скрутило. Макс принял бы все происходящее за шутки воображения и непогоду на улице, если бы не помнил, что перед домом не было даже кустов, не говоря о деревьях, только чахлая трава, наспех посеянная в комковатую глину, чтобы строители новых высоток смогли поставить галочку в строке озеленения. Скрежет стал громче. Макс сел на пол возле шкафа и закрыл голову руками. «Сдохни, сдохни, сдохни!» – стучало в висках. Он уже не понимал, повторяет ли машинально монотонные слова мальчишки или сам заклинает неведомое нечто. Вой за окном снова повторился, потом еще, и скрежет все нарастал. Макс обхватил себя за колени руками, каждое мгновение ожидая услышать звон бьющегося стекла или стук в дверь. Но время шло, а беснующиеся за окном твари так и не смогли преодолеть, казалось бы, хрупкий барьер. Леденящий ужас не отпускал, но вздрагивать от каждого звука Макс перестал. А потом все внезапно кончилось. Так же резко, как и началось. Макс только успел моргнуть, как звуки неожиданно прекратились, а из-за шкафа в комнату хлынул яркий солнечный свет. Не веря собственным глазам, Макс протянул руку, поставив ладонь под яркие лучи. «Господи Боже!» – прошептал он с колотящимся сердцем. Он не сразу решился отодвинуть диван и распахнуть дверь, а когда сделал это, выяснилось, что в квартире ничего не изменилось. Решительно выйдя в коридор, Макс толкнул единственную закрытую дверь и обнаружил, что и там окно было надежно загорожено шкафом. А на диване посреди комнаты безмятежно спал мальчишка. «Что тут творится?» – тихонько спросил Макс. «Что это за дом? Что за квартира? Почему 9-летний мальчик живет тут один?» Каким бы отсталым или душевно больным он ни был, испугавшись, непременно стал бы звать маму или папу, или просто плакать и проситься к нему в комнату. Это же инстинкты, шлифовавшиеся много тысячелетий. Но мальчишка, кажется, даже не был удивлен происходящим. Он привычно, боже, да как такое возможно-то, пододвинул к окну шкаф и просто лег спать, поиздевавшись перед этим над самим Максом своим этим «сдохни, сдохни». И почему вчера дверь была открыта? Случайность? Так мальчишка же должен был со всех ног рвануть прочь из этого ада, а не торчать столбом. Впрочем, ответы на эти вопросы интересовали Макса куда меньше, чем ответ на другой. Как отсюда выбраться? Мальчишку он будить не стал. Без особой надежды снова проверил дверь и пошел на кухню, где, не останавливаясь, подошел к окну. За стеклом был самый обычный двор. Детская площадка с кривыми качелями, пара лавок и тонны асфальта. Ослепительно светящего солнца почему-то видно не было, хотя свет бил прямо в глаза. Простояв у окна несколько долгих минут, Макс так и не увидел ни одного человека и не смог понять, сколько сейчас времени. Сколько вообще длилась жуткая неестественная ночь? Несколько часов или пару десятков минут? Ладно, пора выбираться. Решил Макс и стащил с себя рубашку. Тщательно замотав руку, он размахнулся и изо всех сил ударил по стеклу кулаком. Рука взорвалась болью, от кулака метнувшейся к локтю, а потом к плечу. Стекло вздрогнуло, пошло волной, но осталось невредимым. Макс зарычал от боли и злости и ударил еще раз, а потом еще, пока не перестал чувствовать отбитую руку и не выдохся. «Сдохнешь?» – раздалось равнодушное. Макс обернулся. Чёртов мальчишка стоял по своему обыкновению и смотрел на него. Румяный, выспавшийся, с ангельски пухлыми губками и растрепавшимися волосами. «Другие слова ты знаешь?» – вяло огрызнулся Макс. Странно, но теперь мальчишку было жаль. Неудивительно, что он свихнулся в этом дурдоме. «Завтракать будешь?» – спросил неожиданно для самого себя. Почему-то казалось вполне логичным покормить только что проснувшегося ребенка. Мальчишка посмотрел на него долгим странным взглядом и не ответил.
Макс пожал плечами и потянулся к холодильнику. Как ни странно, тот пуст не был. В глубине стояла банка с экзотическим для Москвы арахисовым маслом, а на дверце лежал целый батон хлеба. Ладно, значит, будут бутерброды. Макс достал нехитрую снеть. Резать хлеб пришлось ключами, потому что никаких столовых приборов на кухне не было. Арахисовое масло же Макс и вовсе размазал пальцем. «Ешь», — пододвинул бутерброд мальчишке. «Сдохнешь», — с чувством сказал мальчишка и, что было силы, пихнул бутерброд от себя. Тот пролетел через весь стол, ударился о стену и перевернулся, безнадежно прилипнув к дорогой столешнице. «Это ты сдохнешь», — не выдержал Макс. «От голода». Он отрезал себе большой ломоть хлеба, щедро намазал его маслом и уселся на подоконник, уставившись в окно. Задумчиво жевал, разглядывая пустынный двор. «Сдохнешь, сдохнешь!» Мальчишка жадно сгреб бутерброд, тщательно подобрал пальцами оставшееся на столе масло и стал жевать. Время от времени он совал голову под кран, делал несколько глотков, когда вода начинала течь, а потом снова жевал. Но как только Макс обернулся, бросил остатки хлеба на стол и убежал из кухни. Макс повертел в руках упаковку от батона. Хлеб был свежим, а банка масла непочатая. Значит, кто-то приходит сюда и приносит еду. А значит, будет возможность уйти через пару-тройку дней. Если только... Внезапно пришедшая мысль опалила сознание и камнем ухнула в желудок. Макс поперхнулся, закашлялся. Еще минуту назад вкусное арахисовое масло осело на корне языка противным сальным вкусом. А что, если во вчерашней коробке и был этот самый хлеб? И мальчишка еще не умер, потому что к нему периодически приходят вот такие незадачливые курьеры, как сам Макс. А куда они потом деваются? Но он тут же отмахнулся от этой мысли. Коробка была слишком маленькой и слишком тяжелой, чтобы в ней были только хлеб и масло. Убрав остатки еды в холодильник, Макс попил воды из-под крана и крепко задумался. Пожалуй, стоило попытаться снять дверцу с одного из шкафчиков и разбить ею окно. Точнее, тоже попытаться. Идея воодушевила ровно до тех пор, пока не выяснилось, что у шкафчиков нет петель. Дверцы как будто были приклеены. Уже понимая, что ничего не выйдет, Макс упрямо попытался оторвать одну из них, а запыхавшись от тщетных усилий, обнаружил, что мальчишка вернулся. «Умри», — сказал он, наблюдая за Максом из-под лобья. «О, уже прогресс», — криво усмехнулся Макс. «А другие слова знаешь?» «Умри, умри, умри!» — заладил мальчишка, каждый раз меняя интонацию. «Непременно», — пообещал ему Макс. «Но не раньше, чем ты», — добавил зло. «Может, дверь открывается в определенное время, а пацан просто до этого не додумался? Хотя не мудрено. Во всей квартире не было ни одних часов. Да и вообще ничего, что показывало бы ход времени. Ни телевизоров, ни комнатных цветов, ни каких-нибудь журналов. Да даже детских музыкальных игрушек. И вообще игрушек не было. Только пустые шкафы, безликие диваны и голые полы. Умри». Кажется, у мальчишки кончилась фантазия, потому что получилось вяло и тихо. Макс попил еще воды и направился в коридор. Уселся прямо на полу и принялся ждать, что негромко лязгнет, открываясь замок, или гладкое дверное полотно чуть выйдет из коробки. Нужно только не пропустить этот момент. Довольно долго он оставался в одиночестве, но потом пришел мальчишка. Постоял, помялся, поглазел, а потом тоже опустился на пол в другом конце коридора. Теперь они смотрели вместе. Макс на дверь, а мальчишка на Макса. «Как тебя зовут?» – спросил Макс вечность спустя. «Умри», – был неохотный ответ. «Сколько тебе лет?» – не сдавался он. «Умри. Сколько ты уже тут живешь? Умри». Макс развлекался тем, что задавал новые и новые вопросы, пытаясь угадать по интонации настоящую реакцию, но потерпел полное поражение. Но во время этого странного диалога тяжелый взгляд мальчишки несколько смягчился. Или он просто привык? «В общем, я буду звать тебя Тот», – резюмировал Макс их беседу. «Раз уж ты так смерть любишь. Знаешь, что это значит?» «Смерть по-немецки». Мальчишка ощерился, будто собрался его покусать. Имя ему явно не понравилось. Макс только пожал плечами. В этой чёртовой квартире все было неправильно. Начиная от того, что отсюда невозможно было выйти, и кончая тем, что, находясь тут уже сутки, Макс ни разу не захотел в туалет. И есть тоже не хотелось, хотя, по идее, сейчас было время обеда. Мальчишка, по всей видимости, особых физиологических потребностей тоже не испытывал. Он снова уставился на Макса, будто изучая. Глаза снова наливались чернотой,
Губы становились ярче на бледном лице. «Умрёшь», – тихо сказал он. Макс вздрогнул. В коридоре становилось темнее. «Пошли перекусим», – сказал он, поднимаясь на ноги. «Обед? Что за чёрт?» Он уставился в окно, где уже вовсю сгущались сумерки. Они что, просидели в коридоре 9 часов? Но этого просто не могло быть. Он задал едва полсотни вопросов, не больше. Час, максимум 2. А что если... Тут он посмотрел на мальчишку со страхом. Он разозлил его. И сразу же начало темнеть. Тогда получается, что источник всей этой чертовщины – сам пацан. «Послушай, ну прости меня», – быстро сказал Макс. «Я просто пошутил. Отпусти меня, пожалуйста». Как он ни пытался, в голос просочились умоляющие нотки. «Я же просто...» «Умрёшь», – перебил мальчишка, отворачиваясь. Теперь он тоже смотрел в окно, и в его глазах Максу почудился страх. «Тоже боишься?» Помедлив, рискнул шепотом спросить Макс. «Что там? Ты знаешь?» Мальчишка резко повернул голову, впившись в него взглядом, и вдруг выдохнул. «Умрём». «Да нифига», – твердо сказал Макс. «Эй, ты чего?» – спросил он у мальчишки. «Сам же видел, эти окна ничем не разбить. И дверь, уж поверь мне, очень даже крепкая». «Умрём», – тихо повторил мальчишка и рванул по коридору. Макс побежал за ним и едва успел всунуть ногу в дверной проем, не давая захлопнуть дверь. «Умрём! Умрём!» Макс поежился. Почему мальчишка выбрал именно эту комнату с окном во всю стену? Почему не может спрятаться в ванной или в туалете, или в кладовке? Там-то уж не будет слышно скрежетаний. Он вздрогнул. По стеклу опять что-то скреблось, будто просило впустить внутрь. Макс уже знал, что это только начало, и скоро это будут жестокие яростные удары. Мальчишка будто потерял к нему интерес и из комнаты выдворить не пытался. Он просто скукожился на диване, поджав ноги, и методично раскачивался, глядя на него. Макс окончательно уверился, что его теория была ошибочна. В том, что он надвигалась за окном, тот был не виноват. И почему-то это знание придало Максу сил. «Ладно, давай-ка подвинем шкаф», – сказал он и приступил к делу, стараясь не обращать внимания на раздавшийся за окном вой. Когда все было готово, Макс хотел было сесть на диван, но стоило ему подойти, как мальчишка закричал, забил ногами по воздуху и успокоился только когда Макс отошел к противоположной стене. «Ну вот что с тобой делать?» – протянул он, сползая на пол, и вздрогнул, когда раздался первый удар в стекло. Мощный, настойчивый. Мальчишка замер и вдруг повалился на диван мешком, накрывая голову руками. По стене от окна пополз холод, а заунывный вой вдруг сменился злым и агрессивным. Скрежет когтей или чего-то очень на них похожего пробирал до костей и звучал сегодня намного громче и куда более грозно. Макс подполз ближе к дивану и обхватил голову руками, чтобы не слышать. Холод тёк не только по стенам, он стелился по полу. Вокруг Макса образовалась белёсая паутина инея. Внезапно окно содрогнулось от удара такой силы, что стоящий возле него шкаф задрожал. Мальчишка вскочил, как пружина, тонко завыл, смотря куда-то в угол, и снова рухнул. Макс отшатнулся, увидев, что его глаза стали целиком черными, будто зрачок пробил радужку и растекся. Удары следовали один за другим, и Максу теперь приходилось держать шкаф, чтобы тот не отъехал по лакированному паркету. Оставалось только гадать, сколько еще выдержит стекло. Макс содрогнулся от противных мурашек, прокатившихся колкой волной, где снаружи послышался отвратительно скрипучий звук. Кто-то или что-то, словно отчаявшись разбить, пыталось стекло разрезать. Этот звук сводил с ума. Он отдирал кожу от мяса, выкручивал кости и, казалось, дробил зубы. Макс, что было силы, закричал, зажимая руками уши, чтобы хоть как-то заглушить это.